Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем выпуске давайте посмотрим и, конечно же, послушаем аудиоинтерфейс от компании Audient ID4. Итак, поехали! Ну а перед тем, как начать сегодняшний ролик, давайте рассмотрим, что же идет в комплекте поставки. В комплекте сегодня не густо, друзья. Нас ждет звуковая карта, а также провод USB для подключения к компьютеру. Основные плюхи ожидают владельца этой карты после покупки и регистрации ее на официальном сайте Audient. Там вы сможете получить набор бесплатных плагинов, а также набор бесплатных программ, в числе которых Cubase LE 9. ID4 — это двухканальная карта, то есть у нас есть возможность подключить сразу два источника. Чаще всего это конденсаторный микрофон и какой-нибудь инструмент, заведенный в линию второго канала, хотя никто не запрещает вам использовать другие вариации. Оба канала имеют раздельное усиление и индикацию. Также на лицевой панели имеется регулировка соотношения прямого direct сигнала к сигналу, приходящему с компьютера. Можно без труда настроить комфортный мониторинг без задержек. Две кнопки, о которых чуть позже, это Mute, а также функциональная кнопка ID. А вишенкой на нашем торте служит энкодер громкости, также многоцелевой, но об этом далее. Спереди DI-вход второго канала для инструментальных подключений, здесь же выход под наушники аж на двух разъемах. Сзади USB, мониторный стереовыход, а также комбо-вход первого канала с возможностью подачи фантома. Что очень интересно, у ID4, вернее у комбо-входа ID4 есть поддержка линейных подключений, что позволит нам подключать не только инструменты и микрофоны, а также различные устройства с линейным выходом, вроде тех же самых внешних предусилителей. Почему это так важно? Линейный и, скажем, микрофонный уровень сигнала могут запросто отличаться по входному напряжению в 1000 раз, из чего следуют всевозможные проблемы, если вы используете непредназначенный для того же внешнего микрофонного преампа вход. Если вам интересно узнать об этом подробнее, то для вас в описании мы оставим ссылочку на полезный пост от компании Shure. Там все, как говорится, по полочкам разложено. В чем заключаются особенности ID-серии и чем вообще вот эти аудиоинтерфейсы отличаются от других внешних звуковых карт на рынке? Ну, первым делом это все-таки начинка. Микрофонный преамп перекочевал напрямую из полноразмерных студийных консолей Audient. Кстати, тот же самый инструментальный вход, он выстроен на пылевых транзисторах. Думаю, даже не стоит говорить о том, что производитель не экономил и на других компонентах, вроде тех же преобразователей. Теперь давайте вспомним наше первое знакомство со внешним видом звуковой карты, кнопки Mute, а также ID. Самое интересное, что это не просто Mute, а именно Mute Speakers, то есть позволяет он нам отключать мониторы, но при этом оставлять звук в наушниках. Отличное решение для домашней и не только записи, когда и вы, и ваши колонки, и инструмент с микрофоном находитесь в одной комнате. Что же делает кнопка ID? Это функциональная кнопка, и у нее имеется сразу несколько назначений. Во-первых, зажав ее и кнопку Mute энкодером, можно регулировать панораму входных каналов. Допустим, сделать так, чтобы вокал у вас звучал только в левом ухе, а гитара в правом. Такое действительно встречается в аудиоинтерфейсах, но классом выше, что опять же очень большой плюс для Audient. Еще кнопка ID позволяет управлять различными функциями на компьютере. Называется все это очень звучно Scroll Control, и с помощью этой самой функции мы можем настраивать параметры в плагинах, настраивать автоматизацию, крутя энкодер, ну и так далее. Тут все по тому же принципу: зажимаем, теперь уже только кнопку ID, и вращаем энкодером при выделенной характеристике на компьютере. Ну а теперь давайте подключим карточку к компьютеру, рассмотрим установку драйверов, а также задержку в реальном времени. Для начала работы с ID4 мы заходим на сайт Audient и качаем драйвера, устанавливаем их, перезагружаем компьютер и запускаем нашу DAW. В нашем случае это Cubase 5. Как вы видите, запись уже у нас идет полным ходом. Это значит, что вы сейчас слышите работу непосредственно преампа, встроенного в Audient, совместно с нашим микрофоном SE-T2. Давайте посмотрим на то, как выглядит драйвер. Я имею в виду название. Выглядит он вот так. Потому что на самом деле драйвер, он у нас вот представляется неким таким образом. Его можно открыть, используя функцию контрольная панель. Его можно открыть вот здесь. Тут, в частности, можно менять
задержку, и мы ее с вами рассмотрим, но чуть-чуть попозже. Давайте посмотрим на роутинг. Откроем VST Connections. По входу у нас все стандартно. Выход тоже выглядит вот так вполне стандартно. Теперь давайте остановим запись и посмотрим на задержку в различных вариантах настроек. Многих людей волновал вопрос, как же обстоят дела со звучанием электрогитары, воткнутой в линию в эту самую карту. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте магическими заклинаниями черной магии призовем гитариста в нашу студию, воткнем его в линию карты, ну и что-нибудь запишем. У Audient ID4 имеется возможность подключения к iPad и, естественно, работы с различными версиями DAW под iOS, тот же самый Cubasis, например. Это позволит нам писать музыку уже в заграничных поездках, не имея доступа к компьютеру. Для работы с iPad потребуется использование специального адаптера и активного USB-хаба, с помощью которого аудиоинтерфейс сможет получать необходимое питание для корректной работы. Ну что, друзья, слова, как говорится, словами, а основную часть ролика все-таки забывать нельзя. Время тестов. Давайте возьмем карточку и что-нибудь с помощью нее запишем. Месяц назад любовался тобой, словно я сам тебя создал. Месяц назад, как русалку из волн, ласково звал. Я разбудил проливные дожди, плакал растроганный воздух. Но ничего я не мог изменить в этих наивных глазах. Боже, как долго, как долго думала ты. Боже, как долго, как долго думала ты. Цветы все увяли, в моем сердце просто увяли. Подводя итоги, сегодняшний аудиоинтерфейс можно в равной степени назвать как хорошим решением в качестве настольной звуковой карты для домашней или Project Studio, так и прекрасным выбором для аудиоинтерфейса, который вы возьмете с собой в дорогу, чтобы не расставаться с хорошим звуком. Можно писать вокал и гитару одновременно, записывать озвучку, естественно, заниматься стримами с такой малышкой будет одно удовольствие. К слову, наша гостья составляет неплохую конкуренцию таким старожилам рынка, как Steinberg UR12 и Scarlett Solo, не говоря уже о всяких SI U22XT и Tascam US1X2. Самым явным отличием от них является британский характер звучания ID4, наличие сразу двух выходов под наушники, линейного входа, что немаловажно, ну и, конечно же, специальные функции от Audient, превращающие этот аудиоинтерфейс в настоящий студийный контроллер, чем не могут похвастаться другие интерфейсы. А на сегодня все. Друзья, я, как всегда, призываю вас в комментарии написать ваше мнение по поводу сегодняшней звуковой карты, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и следите за обновлениями, впереди много нового и интересного. Всем пока. Давай, подводи к тесту. Ну что, друзья, слова словами.
Ну что, друзья, слова словами, а вот и основная часть нашего ролика достигнута. Время тестов. Давайте без лишних слов. Слова. О, я и не писал даже запись. Да.